Явитесь, услышав слова. Сейчас день прошел, как будто я видел. Вы это слышали? Я слышу, как несколько сущностей ходит. К черту эту бабку, я заканчиваю эту игру. Друзья, перед просмотром этого видео представляю вашему вниманию крутой канал Судари, и в этот раз их приключения заведут их в снежный шторм. Они посетят легендарное шоссе смерти и протестируют доску Уиджи, а еще разыграют свою легендарную буханку УАЗ-3962 среди своих подписчиков. Мы разыгрываем сегодня эту машину среди подписчиков без шуток. Это ли не новогоднее чудо, друзья? И, конечно, эта история полна мистики. Давайте поддержим их. Подпишемся на канал, поставим лайк, подпишитесь на канал Судари, ссылочка будет в описании и в моем закрепленном комментарии. Всем приятного просмотра и досмотрите этот ролик до конца. Всем привет, друзья, с вами как всегда Денис, охотник на ведьм. Если вы сейчас заметили, что я нахожусь в той же самой квартире, в которой я изгнал Кикимору. И изгнал я ее достаточно успешно с помощью как раз таки этой книги. Так вот, друзья, в качестве награды хозяйка этой квартиры, ее зовут Милана, если что, она позволила мне провести здесь кое-какой эксперимент, как раз таки связанный с той же самой книгой. И с ее бабушкой, родной бабушкой, которая уже ныне покойная, но она передала ей эту книгу и кое-какие знания. В общем, Милана, эта девушка, она рассказала такую историю, когда она была маленькой, жила в деревне с своей бабушкой. Бабушка занималась черной магией. И все знали, как колдунью, и побаивались ее. Так вот, она практиковала черную магию, некромантию, и все ее знания, также они записаны в этой книге. Вот, в общем, она не очень любила людей, которые не веруют в мистику, в паранормальное, во всех этих сущностей, демонов, призраков и прочее. И чтобы доказать людям, что это существует, она придумала следующую, как она называла, игру. Назвала эту игру «Взаперти». Это был мужчина. Он абсолютно не верил во все эти мистические явления. И она взяла его, заперла с собой в одном доме и провела очень страшный ритуал, в ходе которого она сделала небольшой алтарь, произнесла кое-какие слова, которые вы позже услышите, я думаю, в этом видео, сделала манипуляции с солью в руке. Также чуть позже расскажу вам, что это за манипуляции. И после этого вызвала сущности в свой дом. Суть заключалась в следующем. Ни в коем случае нельзя было выходить за эту дверь. То есть они сидели взаперти за дверью, а все сущности были за этой дверью во всем доме. И бабушка, и мужчина, они были в одной комнате,
закрыты дверью, запечатанной солью. И магические слова были произнесены. Нельзя было ни в коем случае покинуть комнату. Иначе могло случиться очень страшное. Бабушка не давала. Говорила, нельзя, не уходи из этой комнаты, пока я сама не разрешу. Либо наступит утро. Мужчина, так как он был не особо верующий во все эти явления, несмотря на то, что там были шаги, шорохи и звуки, он подумал, что это все просто постановка, что это какая-то шутка и не более того. И он вышел. На следующий день мужчина стал известен на всю деревню как посидевший и онемевший человек за минувшую ночь. То есть, что он там увидел, просто я не представляю, что это могло быть за жесть, что это за ужас, который он перенес. Но после этого случая он реально онемел и посидел. Вот такая история, друзья. Итак, игра называлась «Взаперти», как я уже говорил. Суть ее заключалась в следующем. Необходимо было квартира либо дом, в которой есть дверь, которую можно запереть, то есть изолированная комната. И от этой комнаты нужно, от этой двери, сделать 3 шага, ровно 3 шага, и поставить небольшой алтарь. Алтарь состоит из ровных 4 свечей, то есть 4 свечи образуют собой квадрат. И посередине этого квадрата ложится еще одна свечка, 5-я. Потом берется нитка, смачивается слюной, всю нитку промачивают слюной полностью, обматывается ниткой все 4 свечки, весь квадрат. Дальше завязывается, потом зажигаются свечки, и встает человек, который проводит ритуал, встает на колени, произносит 3 раза очень странные слова. Призываю, явитесь в дом, крутитесь вокруг огня. Нитка смачена ртом, явитесь, услышав меня. И вот эти слова нужно сказать 3 раза. Монотонным и таким грубым голосом. Не знаю, почему именно грубым, но она мне все четко объяснила, как нужно делать. Попробуем прямо точно по ее инструкции. И после этого выключается свет во всем доме. Дальше, закрыв глаза, нужно повторить 10 раз про себя. Призываю, призываю, призываю. И вот так 10 раз. И дальше закрыть дверь. Свет в этой комнате можно оставить включенным лишь для того, чтобы сделать следующий этап. Берется соль в левую руку и остается 1 палец. То есть 1 палец должен остаться вот так. И держа соль в такой руке, нужно прочертить от линии двери линию по всей комнате. То есть полностью всю комнату очертить. То есть вот этим пальцем, мизинцем, держишь и очерчиваешь пальцем всю комнату. Далее нужно от правого угла двери очертить крест. И уже после этого говорится очень страшная фраза. Абзакрате караста мэ. 3. Цифра 3 это является обратным отсчетом. Далее окантовку двери полностью вычерчиваешь. Еще забыл сказать, после этой фразы «Абзакрате караста мэ» нужно через правое плечо покашлять. Говорят, что на правом плече сидит ангел, а на левом дьявол. Такой кашляешь, получается, на ангела, на правое плечо. Дальше, когда ты очертил уже дверь по периметру, говорится еще раз, эта страшная фраза, называется цифра 2. Это уже обратный отсчет, понимаете? После этого выключается свет в этой комнате
и полностью в доме уже нет света. Берется свечка, зажигается, и еще раз повторяется эта фраза. И игра началась. Якобы после этого сразу начинают приходить различные сущности, которые были недалеко. Они все попадают в этот алтарь и приходят к тебе домой. Но они не могут попасть, если ты сделал все правильно и очертил комнату. Я не знаю, правда это или нет, но мне очень хочется попробовать. Якобы, если ты дождешься до утра, все сущности пропадут, и можно будет спокойно выйти из комнаты. Ну а если ты выйдешь ночью, то жди беды. Я не знаю, друзья, что будет происходить. Мы сейчас с вами все это дело попробуем. Во-первых, мы дождемся полуночи, потому что этот ритуал делается именно в полночь. А сейчас только 10 вечера. Так что вы все увидите уже на монтаже. Но я сейчас готовлюсь к этим ритуалам. Друзья, не дождался этого времени все-таки. Стремно, честно, вот стремно это делать, но раз уж затеял, надо делать. Сейчас уже никаких звуков нету, никто не ходит нигде, потому что уже поздно, все уже люди спят. И сейчас самое время начинать. Смотрите. Хочу вам сразу показать, сколько времени. Четко, полночь. Так, смотрите, время в Москве. Вот. Тоже полночь показывает. Это я специально сейчас снял для тех, кто думает, что все ролики постановы и так далее. Нет, друзья. Этот ролик я снимаю специально очень подробно, для того, чтобы развеять вот эти вот сомнения, чтобы не думали, что это все постанова. Все, давайте начинать. Я еще вот эту штуку туда поставлю. Вот по всей квартире 22-23 градуса температура. Ну, обычно комнатная. Я поставлю. Я предполагаю, где-то здесь будет алтарь. Ну, допустим, пока сюда. Чтобы камера записывала. Вот эти показания тоже были видны. Будут ли они изменяться или нет, мне это очень интересно. Также туда вот эту доску Уиджи поставлю. Вот 5 свечей подготовил. Одна свечка останется у меня, вот эта вот большая. И все. Свет будет только от этой свечки. В этой комнате. Только от свечки. Я там немножко перепутал, сказал, что свечку вот эту нужно тушить. Нет. Вот на этой свечке, которая у меня будет, только от нее свет. Больше никаких источников света. И, естественно, все 5 свечек будут там еще стоять. Камеру я сейчас тоже поставлю. Так, друзья, давайте делать самое первое, что нужно сделать. Выйти за дверь комнаты. Дверь закрыть. И сделать ровно 3 шага. 1, 2, 3. Получается, ровно напротив зеркала будем. Это входная дверь. Стремно на самом деле. Потому что зеркало, ну и как раз и является источником. То есть через него могут сущности реально сюда прийти. Через этот алтарь. Все, вот на этом месте будет стоять алтарь. А вот уже дверь наша в комнату. Представляете, как это близко? Свет сейчас выключу тоже на кухне. И буду устанавливать алтарь. Так, друзья. Вот этой камерой я буду снимать то, что здесь происходит. Сейчас я включу и поставлю здесь. Вот эту камеру возьму с собой в комнату. Так, телефон поставлю. Самое главное сейчас поставить сам наш импровизированный алтарь. Квадратом, да? Делаем квадрат. Так.
так получается квадрат. Руки трясутся. Жесть. Стрёмно, реально это стрёмно делать. Это настоящий реальный ритуал, если что. Так, вот цепь. Блядь. Да, свечки мои немножко длинные, конечно. Не очень удобные для этой темы. Надо было квадратные взять. Такие толстенькие. Так, ну, надеюсь, что стоит. Смотрите, сейчас беру нитку. И как там говорила хозяйка квартиры, ее нужно обязательно смочить всю слюной. Так. Так, я думаю, этого достаточно. Теперь нитка смочена слюной. Нужно как-то аккуратно ее завязать здесь. Все, друзья, алтарь установлен. Доску Уиджи также еще положу сюда. И камера будет снимать это. Поехали. Вы поняли, что сейчас было? Просто две свечки новые тут же потухли. Твою мать. Какого хера? Какого хера? Так не должно быть. Она не хочет гореть. Да ладно. Фитиль просто сгорает. Охренеть. Это что за бред? Они не хотят гореть реально. Что это так? Что? Господи, что происходит? Эти свечки никогда так себя не вели. Слава Господи. Черный дым прям сразу пошел. Есть. Господи, это было не так уж и просто. Так. Все, друзья, теперь я повторяю 3 раза слова. Призываю явиться в дом, крутитесь вокруг огня. Нитка смачена ртом, явитесь, услышав слова. Призываю явитесь в дом, крутитесь вокруг огня. Нитка смачена ртом, явитесь, услышав слова. Призываю явитесь в дом, крутитесь вокруг огня. Нитка смачена ртом, явитесь, услышав слова. Теперь 3 раза, теперь 10 раз я про себя говорю.
Свечи уже стали очень странно гореть. С самого начала. Сейчас я оставлю камеру, друзья, и иду за солью. Чтобы видно было значение. Все, камера пишет. Розочку вот сюда. Теперь я захожу в эту комнату и больше не имею права выходить из нее. Все, двери закрыл. Отсюда мне даже видно свечки. Так, друзья, сейчас немножко криво сделал. Все. Соль у меня в руке, палец в наготове. Все, чертим крест. Так. Опа. Абзакатре. Караста мы 3. Так. Теперь чертим круг, окантовку двери. Не, сначала, да, комнату. Сейчас комнату сначала сделаю. Надо всю комнату начертить. Не отрываю палец, господи, как это сложно. Все. Так. Здесь я кое-как пробрался через шторы. Это важно. Все. Сложный этап прошли. Шкаф я уже даже подвинул, чтобы можно было нормально чертить. Да, друзья, ракурсы будут не самые удачные, но самое главное — чистота эксперимента. Так. Надеюсь, она не развалится, если наступлю на нее. Все. Господи, что чудится. Все, поехали. Чертим теперь окантовку двери. Абзакатре Карастам мы 2. Теперь осталось дело за малым. Осталось только выключить свет и зажечь свечку. И еще раз сказать эту фразу. Все, весь свет я выключил. Зажигаю свечу. Стрёмно. Все, весь свет в этой комнате только от свечки. Осталось последний раз сказать эту фразу. И игра начнется. Я уже весь в мурашках. Абзакатре Караста мы.
Все, игра началась. Игра началась, друзья. Теперь нужно вслушиваться. Сейчас очень страшно. Какая тишина гробовая. Попробуй сейчас. Включить диктофон. Сейчас только найду, где он. Так, вот диктофон. И положу рядом с дверью. Друзья, реально стрёмный эксперимент. Прям не по себе. Включай диктофон. Будем прислушиваться к каждому шороху.
знаю, почему у меня почему-то ощущение, что кто-то стоит за дверью. Может, я себе просто накручиваю. Давайте послушаем, что записалось на диктофоне. Там шуршит что-то. Вы это слышали? Вы это слышали? На диктофоне. На диктофоне был просто нечеловеческий голос. Твою мать, это работает. Эта херня работает. Шаги. Слышно, что кто-то как будто шагает. Но очень тихо. Интересно, что сейчас происходит с этими свечками в коридоре. Прямо отсюда вижу, как они мерцают очень сильно. Вроде бы нормально все стоит в ударе. Очень хочется попробовать выйти, но ни в коем случае нельзя это делать. Вот смотрите на мою свечу. Как горит пламя. Очень странно и неровно.
не знаю, как тут можно снимать всю ночь в таком режиме. Черный дым сейчас был. Вы видели? Это что сейчас было? Как-то кто-то на нее дунул. Твою мать. Посмотрите на свечку. Охренеть. Я сейчас хочу сделать самую страшную тему. Я просто включу ИГФ. По идее, там должно быть много сущностей. И 100% мы должны услышать ответы. Что они будут что-то говорить. Я ничего не буду спрашивать, просто буду молчать. Посмотрим. Ёпте. Штатив. Света, конечно, очень мало. И точнее вообще нет. ГФ хорошо под боком. Все, друзья, вот смотрите ГФ. Не знаю, видно его, нет? Да, видно. И прямо сейчас мы его включим. Все. ГФ работает. Мы записали это паранормальное явление. Тоже
хорошо. Потом посмотрим, что будет с той камерой. Что она запишет. Друзья, я снова включил камеру, потому что буквально полчаса где-то, наверное, прошло по ощущениям. Ничего не было. Полчаса более-менее спокойно. Теперь опять начались хождения туда-сюда, но уже более громко. Я слышу, как несколько сущностей ходят. Опять началось. Прямо в коридоре ходит. Сейчас тень прошел, как будто я видел. Очень похож на тень. Я думаю, спрашивать здесь кто-нибудь есть, здесь просто неуместно. Совершенно очевидно, что здесь кто-то есть. Мы сами призвали их сюда. И они пришли. Но вопрос. Что мне дальше-то делать? Я же даже не подумал, как я в туалет буду ходить. Сейчас светлеет. Поздно. Часов 7, пол-8, потому что зима. Твою мать. Да мне еще почти 7 часов ждать. Охренеть. Или просто взять и выйти. Рискнуть. Но не очень-то хочется. Смысл какой? Если я знаю, что там кто-то есть. Твою мать. Сильно долбить начали в дверь. Охренеть. Прямо долбить туда. Охренеть. Отойду подальше на всякий случай.
надеюсь, в эту комнату они не смогут попасть, если я сделал все правильно. Кто-то бегает по кухне. Что-то стрёмно. Моя задача просто наблюдать за этим явлением и ни в коем случае не выходить. Изгонять я никого не буду. Такое количество сущностей я не смогу изгнать. Я не та ведьма, я не умею это делать. Когда много сущностей, я лучше даже не буду пробовать. Опять стучит. Это нормальное явление. Во время этого ритуала это всегда происходит. По словам, опять же, хозяйки квартиры. Потому что она тоже пробовала этот ритуал. И у нее получилось. Постоянно шумы какие-то оттуда идут. Самое главное, что я в безопасности. По идее, должен быть в безопасности. Как же хочется попробовать просто на секундочку открыть и посмотреть, что там происходит. Хотя бы одним глазком. Нет. Нет, я не буду это делать. Можем подглядывать. Ой, блядь. Что-то сейчас мелькнуло в зеркале. Это реально портал. Господи, что это? Она стонет. Так я отойду подальше. Там кто-то стонет. Друзья, еще раз напомню, что там
в данный момент я просто не знаю. Даже боюсь представить, что там может быть. У меня мурашки уже по всему телу. Как будто вода пошла. Воду открыли. Блять, они воду открыли. Это плохо. То есть это какая-то очень сильная сущность там есть, которая это делает. И очень опасная. Стрёмный звук, очень громкий, прямо из коридора. Я не знаю, что это. Твою мать, мне кажется, или та свечка потухла? Ну-ка. Центральная, как будто свеча потухла. Что, блядь, там происходит? Что, мать твою, там происходит? Хорошо, что моя свечка хоть не потухла. Я не знаю, как это тянуть до утра. Меня уже всего трясет. Я просто даже не знаю, с какой сущностью я имею дело. И сколько их там. Читать молитву сейчас. Просто ждать утра. Надеяться, что все пойдет благополучно. Что мне еще остается? Я прямо вижу. Там только что тень прям промелькнула. Света, конечно, очень мало от свечки. Ночное видение. Друзья, я прочитал молитву. Есть одна безумная идея, реально просто выйти туда сейчас.
просто нет сил сидеть здесь. Я реально хочу закончить эту игру и посмотреть, что там произошло. Слушай. Там что-то двигается. К черту эту бабку. Я заканчиваю эту игру.